Всем привет, вы на канале Польза.нет Life, и сегодня я на Pixel 6 Pro буду снимать столицу Доминиканы, плюс, соответственно, увидим, каким образом это все дело отрабатывает на фронталку, на основную камеру. Сейчас на фронталку идет запись 4К 60 FPS, солнце еще полностью не встало, но рассвет уже прошел. И напоминаю, что это лайв-канал, а на основном канале все обзоры как раз, и этого девайса тоже. В основном все критичное, а здесь, в первую очередь, наверное, для людей, которые планируют каким-то образом в путешествиях, либо еще для каких-то домашних нужд использовать смартфоны. Логично, что это не идеальный вариант для какого-нибудь супервлога, потому что, опять же, для инсты лучше брать айфоны, для, опять же, экшен, каких-то действий экшен-камеры из разряда GoPro, начиная, наверное, от версии 7, да даже 3 неплохая будет. А для таких вот домашних трипов куда-нибудь в Доминикану подойдет, в принципе, и смартфон. Опять же, без плавания, без дайвинга в соленой воде и всего остального. Хотя, с другой стороны, есть специальные чехлы, но это уже отдельная история. Так что смотрим, пишем в конце, интересен ли вам такой формат, потому что я планирую много где подобное снимать. И напоминаю, что уже на Motorola X30 вышел подобный обзор с, опять же, красотами Доминиканы, с отдельной экскурсией и поездкой на острова на катере, который сломался. И, разумеется, вышел еще обзор на Huawei P50 Pro с дельфинчиками. Так что смотрим на том же лайв-канале. И не забываем подписываться. Сахарного тростника урожай. Говорит, что прошло много благих день дорог, прошел просто построили вообще южную потанцевать, поставить, вот так подлиниться. Вопрос в том, зачем? Для того, чтобы экспортировать сюда машины. Многие пили, как оно? Ну, начало. Вот так примерно они плыли с Южной Америки. Парк-музей Конкиста. 9 утра уже на месте. Рассказывают, что это одни из самых развитых племен на островах, потому что у них не было войн ввиду изоляции. Много тарелок делали, кувшинов и подобного. Здесь вам будут рассказывать, как делают крытые сушильни, делают хлопок. Вот так примерно они плыли. Примерно такие были жилища. Хоронили, как у древних египтян, бальзамированием. Решали конфликты игрой в мяч. Письменности не было, только передача от главы косяка. Потом приплыли испанцы. Таино придумывали гамаки первыми. Индейцев отдают коммерсантам, те их клеймят, и они быстро начинают вымирать от работы. После этого привозят рабов. 500 лет с момента полного уничтожения испанцами. Кратко, Таино после Колумба уничтожили 1,5 миллиона за 50 лет испанца в нуле. Таино крестят, притом они не против. Добыча золота не принесла доход, потому что 50% необходимо было отдавать короне, а основная часть уходила потом в расход на оплату перевозки и всего остального. Ну и, соответственно, местному населению, которое бесплатно работало на всем этом, пришел конец. Таино стали частью собственности Колумба, который сюда приплыл и в сопровождении нотариуса стал владельцем данных земель. Второй поход, 17 кораблей с живностью и ремесленниками, и, разумеется, с войском. Как раз создали Санто-Доминго. Колумб искал только золото, не стал привозить миндаль, не стал обращать внимание на табак.
Это сделали за него потом. Петроглифы. Высечены изображения на камнях. Утварь. И так выглядит сами их бок. Так выглядели гробницы. Пояса для победителей игры в мяч. Орудия. Еще немного орудий. Слова индейцев Таина. Печати для татуировки. Все это бокс Эмми для разных целей. Сосуды. Рвотные палочки. Очень классные штуки продаются у них. Прямо очень. Табачные кусты и табачная фабрика. Карта острова Испаньола, по-другому Гаити. Как вы видите, в Гаити нет зелени, в Доминикане она есть. И, к слову, это все благодаря французам. Все вырубили. Процесс закатывания сигар. Полуавтомат. Я думаю, в интернете этого хватает, но не на Pixel 6 Pro. Скорее всего, очень много всего автоматизированного есть, но не здесь. Что говорится, мы... Вот он, полный процесс. Вот она готова. Это уже финализирование. Cool. Табачная история. Еще раз напоминаю, что против курения. Сбор табака — это очень длинная работа. Можно подцепить рак. Еще раз, я против курения. Вот так их хранят. И, собственно, магазин сигар. Цены у них будут указаны в песо. Это 550, по-моему, песо, которые нужно делить. $1 это 56 песо. Конечно, Карибское море. обычно кто у нас на сауну выезжает, там отдыхает, потом уже с океана говорит, ну и в супер богатых районах мы ничего не увидим, там везде заборы, в супер бедных будем ехать долго. 11:30 и мы у пещер, которые находятся как раз прямо в городе. Национальный парк, все дела. Всем, кому интересна информация о данном месте на английском языке. Все довольно простенько выглядит, как и заход в пещеру. Можно дойти до 4-го озера по Несколько озер. поверху. Вниз вы можете идти спускаться, там основные наши озера, но мы можем... Вход в пещеру. Около 25 метров вглубь. Так что, кому лень смотреть, ну вы поняли. Но вообще там довольно темно. Камера, как я вижу, неплохо вытягивает свет.
Вот такие штуки. По мне. Прямо тебе могут пасть. Ступеньки довольно рандомные. Ну и в целом, я думаю, что вы видите, что здесь находится. Не такая большая локация, но, как говорится, что есть, то есть. Пещера стала открытая, была открытая. После землетрясения она открылась. Находится третье и четвертое озеро, женское озеро справа. От меня находится позади вас у нас лазурное озеро. То есть когда вы будете уходить... Здесь 3 озера. Женское, лазурное. Пойти и обратно дорогой уже возле лазурного подняться. Если вы готовы, можете проходить. Кто не услышал, подходите, я повторю. И немного фронталки. Девичье озеро. Доминикана, Санто-Доминго. Видите, насколько глубоко. Ну а главное, видите, как работает фронталка. В целом все. Плавать в озерах нельзя, но персонал иногда плавает. Непонятно по каким причинам, да? Я не хочу мыться. Вода теплая. Озеро номер 2. В целом выглядит все намного интереснее, чем первое озеро. Спускаться туда, чтобы сфоткаться, туда, чтобы переплыть. Классно? Да. Лаго Лас-Дамас. Озеро. Все очень плотно. Людей много. Уровень озер неизменный, как говорят, он минимальный, меняется даже по причине дождей. И питают озера в основном подземные воды. Вот такое развлечение, что можно с одной стороны на другую проплыть на кораблике. Собачка отдыхает. Сталактиты висят. И еще одна пещера. В принципе, все максимально похоже. И, ну, пещеры и пещера. Не спускайся. Большие, красивые. Природные. И, разумеется, четвертое озеро, куда без него. Вот оно и правда выглядит эпично. Пещера-озеро. Пещерное озеро. Сейчас мы будем искать, как туда спуститься. Не факт, что найдем. К слову, телефон разрешается 7-мильными шагами просто. В 12 часов дня зарядила его до сотки. В 7 часов утра он был на сотне. И осталось процентов 20. Насчет пещеры все печально, здесь спуска нет. То есть вы можете пробежаться вокруг нее, посмотреть на красивое озеро, сделать пару фоток в Инстаграм, посмотреть на стену, послушать, что слушают местные через стенку, посмотреть на улочки и все, и дальше двигаться к автобусу. Вот так это все дело выглядит сверху. Продышаться, спуститься на 25 метров, посмотреть и подняться обратно. И представьте, когда там до 8 маркет работает, ты приходишь 3 часа дня, он закрыт. Почему? Ну, просто какое-то торжество решили отпраздновать. Хотя по факту не госпраздник, ничего там этого нет. Можно полюбоваться, так же, как посмотреть на прожектор. Свою функцию он не выполняет, это просто архитектурное сооружение. Без каких-то функций маяка. Памятник геноциду или открытию нового света. А здесь автомобиль Папы Римского, который здесь разок
останков Христофора Колумба, которого упорно не желают проверять доминиканцам на достоверность. Герб Колумба и, собственно, лицевая часть. Это президент тоже Хоакин Балагер. Я не знаю, зачем его труд, но говорят, что он ДС здоровья, потому что тоже был и доктором. Даты открытия, постройки городов, они дальше тоже будут каждая свое. Значит, если вы посмотрите... Внутри музейные экспонаты, в зависимости от страны, мы имеем какие-то их ценности исторические. Следующий Перу, Испания. Море литературы. Разумеется, карты. Карты. И Джапон. Это Япония. Карты. Макет кораблей. 3, на которых приплыл первый раз Колумб. Пантеон главный де ла Патрия. Несколько раз его реставрировали. Здесь захоронены многие, или самые, правильно сказать, знаменитые личности этой страны. Памятник Пабло Дуарте, он помог освободиться от гаитян доминиканцам. Инструменты. Вот такая красота внутри. Вот такая красота. Поэтому сюда обстреливали. Вы можете военное посетить. сооружение. Здесь вход примерно $1,5 с человека. Маракас. Пальма, которая здесь изначально пальма, была, пальма. ее не Королевская. завезли. Плюс первый собор Нового Света. Без крестов, чтобы не могли обстрелять оператора при попытке захватить город. Не может стыдливо, если Да, затрагивается только пальцем. осторожно. Пойдемте. Чистики прячутся. Осторожно, здесь дорога. Вау! Юные натуралисты. Первая Это в основном библиотека только у Нового профессора. Света. Либо же у 1973 года. вышестоящих людей. Дамская улица. Ее первый замостили камнем. Понятно, что не этим, но супруга Диего Колумба. В этом сквере она любила отдыхать. Этого здания, разумеется, не было. Площадь Колумба, разумеется, памятник Колумбу. Все сниму. Улица, сквер и памятник Белине. Он занимался людьми. Правда, очень интересный музей и экспоната. Понятно, что с Эрмитажем, русским музеем, как мы русские любим говорить, ничего не сравнить. Но и познавательно, и здание интересное. Самая обширная коллекция в Южной Америке. Предметы для судоходства. Поедете с экскурсией, знаете, что при любом раскладе вам не хватит времени на один из музеев. Максимум у вас будет на каждый минут 10-15. И логично, что это будет галопом по Европам, хотя, опять же, выдаются аудиогиды на русском языке и рассказывают довольно интересно, притом о всех экспонатах. Особенно вот в этом музее, наверное, и правда познавательно. Как вы видите, и приспособления для ремесленных
каких-то действий. И флаги, и фрегаты, и архитектура. Есть о чем здесь рассказать. Музей острова Испаньола. Лестница, как мы любим. Но помним, какой век и помним, из какого камня. То есть все здесь сделано из камня, который добывается на самом острове. То есть кое-где можно увидеть ракушки. Но об этом всем нам расскажет гид. Доспехи — это, конечно, шик. Как оружие. Вот ради чего стоит прийти, да, любому мальчику или мужчине. Правда красиво. И мушкеты, и ножи, и рапиры, аргибузы. Окей. Шлемы. Пистолеты. Пищали. Арбалеты. И японские доспехи. Вау. Персидские. Сторожевая башня, с которой проверялись все корабли. Ничего внутри нет. Является музеем. Картины. Да. Людей, которые были назначены здесь губернаторами и видных деятелей. Самое шикарное — это макет. Макет очень интересный. Санто-Доминго. Вот так выглядело. Еще немного посуды. Да. Керамика наша все. Вот так выглядели войска. Макеты фрегатов, разумеется, ядра. Фрегаты, столовые приборы, бутылки. Ну, вы сами все видите. И, в принципе, вид здесь, конечно же, шикарен. Это губернаторы, которые управляли Санто-Доминго. И все. В принципе, весь музей вы посмотрели вместе со мной. Разумеется, немного вида двора. Вот такой великолепный музей. И он по праву считается здесь лучшим. Рай человека, который любит шоколад. Цирк салон. Но это будет завтра. X2. Из автобуса. Финализируем поездку. Примерно одинаковые пейзажи. Ну а финализировать мне бы хотелось на Pixel 6 Pro в студии. Как вы поняли из истории Доминиканы, там все было просто. Сначала были испанцы, приехали, всех убили и потом заселили все это дело рабами, с которыми сами они потом смешались. Итого, вы увидели, в каких условиях обстановки может Pixel 6 работать и как. Я не снимал со стабилизатором, скорее всего, что в перспективе куда-то я буду, если кататься, то где-то 1,5-2 минуты я буду снимать для вас без стаба, чтобы вы увидели, как он работает. После этого картинка будет все-таки больше смуз. Сейчас в помещении акустика не фонтан, я специально снимаю в студии. Панели появятся звукопоглощающие вместе с ловушками где-то через недели-две, поэтому вы слышите, как отрабатывает шумодав, плюс довольно громко работает компьютер. На канале еще был пример работы Motorola X30, iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro и теперь Pixel 6 Pro. Возможно, потом я сделаю один большой обзор про Доминикану, еще один большой обзор, который я
делал, в принципе, в Стамбуле, но это исключительно информативная штука из разряда, если вы хотите скататься и хотите услышать мое мнение, милости прошу. А самое главное, вы можете увидеть, как работают девайсы, которые мы покупаем в тех или иных условиях обстановки. Не забывайте подписываться с колоколом, обязательно напишите в описании, что бы вы хотели еще увидеть на обзоре. Я куплю, скорее всего, в будущую поездку на ГАА, наверное, я полечу. Я возьму с собой Mi 12 Pro, который уже не потеет. Обзоры на Mi 12, Mi 12X и Mi 12 Pro на канале на основном есть. Плюс сравнение, кстати. И, скорее всего, возьму с собой IQ Z9 Pro. И еще помимо этого, если придет, OnePlus 10 Pro. Надеюсь, прошивки на него уже прилетят, и все будет веселее. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите ободряющий коммент. Добра и удачи вам, дорогие друзья!